Вечер добрый, мы в эфире, пишем, стримим. Всех приветствую, кто пришел. Как обычно, по пятницам в 6 часов по московскому времени вы задаете мне вопросы, я пытаюсь отвечать максимально искренне и по возможности с какой-то пользой для вас. Я сам программист, меня зовут Егор. Меня можно спрашивать о менеджменте, об архитектуре программных систем, об объектно-ориентированном программировании, я в нем, как мне кажется, немного понимаю, и о карьерном росте. Оказывается, что эти вопросы вас интересуют достаточно часто, не стесняйтесь, задавайте, чем смогу, помогу. Первый вопрос. Вы часто размышляете о созидании, пишет мне автор вопроса. Алиса, стоп. Что принципиально нового, чего не было до вас, вам удалось создать за свою жизнь? Ну, жизнь еще не закончилась, но на текущий момент, мне кажется, у меня получилось написать несколько книг, в которых я принципиально по-другому взглянул на объектно-ориентированное программирование. И, мне кажется, у меня получилось написать кое-что о менеджменте, тоже принципиально по-другому. Относительно того, как менеджмент интерпретируется и рекомендуется в традиционных книгах о менеджменте. Не могу сказать, что я выдумал и в первом, и втором случае все, потому что я, конечно же, заимствовал очень многое у ряда авторов, но этих авторов не так много было. И оказалось так, что у меня получилось добавить что-то свое, потому что территория как будто бы достаточно не истоптана еще. Ну, так. Но это еще не конец, я планирую сделать куда больше, чем сделал на текущий момент. Дальше. Как выводить часть проекта из аутсорса в open source и не нарваться на нарушение прав собственности? Меня выводят из проекта, а оставлять труд незаконченным не хочется. Ну, как не нарваться на нарушение? Во-первых, я бы не рекомендовал вам бояться нарваться на нарушение. Это крайне редко случается, когда кого-то ловят за руку и обвиняют в том, что он что-то выложил в open source и тем самым нарушил интеллектуальные права. Вы много таких кейсов знаете в суде, вы часто слышите в новостях о том, что так произошло. Я нет. И думаю, что и с вами этого не случится. Знаете, как в старом анекдоте, что в детстве я хотел велосипед и молил Бога, чтобы он мне его подарил. А потом я вырос и понял, что надо по-другому. Я просто украл велосипед и стал молить Бога о прощении. Вот вы так же поступаете. Вы не думаете о том, что будет, когда вы что-то выложите в open source. А вы сначала выложите, а потом разбирайтесь, просите о прощении. Не советую вам быть в этом плане трусливым. Вы действуете от души, искренне. Конечно, если вы будете пароли компании выкладывать в open source, но это очевидное умышленное, предумеренное воровство. Но речь же идет не об этом. Вы же хотите взять какой-то программный продукт, его разместить в открытом доступе. И, скорее всего, в этом программном продукте не будет ни кодов, ни паролей. И не будет чего-то такого, что ваш конкурент возьмет, скопирует и тут же сделает такую же компанию, как у вас. Не переживайте. Дальше. Почему вы считаете, что улучшение проектов на работе – это путь в никуда, и что лучше сосредоточиться на собственных проектах? Можете раскрыть эту мысль подробнее? Смотря, конечно, на какой вы работе. Если вы работаете в компании, частью которой вы себя чувствуете, и вы действительно являетесь ею, у вас есть акции этой компании, у вас есть действительно в собственности какая-то часть этой компании, то работайте на нее и получайте удовольствие. Но в большинстве случаев это не так. В большинстве случаев вы работаете на капиталиста, которому на вас наплевать, и он не будет делиться с вами успехами компании, и вы, скорее всего, перейдете скоро в другую компанию. Вы наемная рабская сила. Вот вы программисты, и я вместе с вами. Мы просто канцелярские товары в чьем-то большом процессе. Ну, почему вы должны относиться к этому бизнесу по-другому, к их бизнесу,
как-то по-другому, если они, вероятнее всего, к вам относятся. Я сам бизнесменом был, я понимаю, что это такое. Программисты – это просто расходный материал. Вы просто, как будучи бизнесменом, вам нужно собрать эту группу полусумасшедших кодеров и заставить их каким-то образом сделать продукт, который вам должен принести в итоге прибыль. И вам плевать, кто эти люди, и как их зовут, и лучше бы их не видеть вообще никогда, потому что они действительно полусумасшедшие, они полушизофреники, многие из них, ими трудно управлять, это сброд такой интеллектуальный. Но они умные, да, они знают, как это сделать. Приходится их собирать воедино и ждать от них результат. Но вы-то должны в этом случае пытаться для себя в этом сетапе сделать пользу, даже не столько себе принести пользу, а сколько хоть какую-то пользу кому-то принести. Пройдет много лет, 10, 20, 30, вы обернетесь назад. Вам нужно будет что-то на чем-то, не то что что-то вспомнить и рассказать внукам, а вам нужно будет на что-то опираться для того, чтобы чувствовать себя человеком. Не знаю, звучит странно, но для того, чтобы почувствовать себя кем-то, имеющим смысл в существовании. Вам нужно будет ответить на вопрос, в чем смысл моей жизни. И вы не сможете на него ответить, если вы все 30 лет работали на зарплату, отдавали свое рабочее время кому-то, ходили в офис, пили там чай, стояли у кофейного автомата, общались с друзьями, кодили, потом кодили снова, потом меняли работу. И все это в таком вот потоке. Через 30 лет вы будете никто, и звать вас будет никак. Вам будет отвратительно быть собой через много лет. Поэтому сейчас делайте что-то, что вас закрепит в этой цивилизации. Вы будете понимать, что вы ее часть, и эта часть кому-то как-то нужна. Вы как-то вклеились в общий муравейник. А вас просто выбросят, вас выталкивают в современном капиталистическом формате. У вас нет страны, у вас нет города, у вас нет коллектива, у вас нет даже семьи. Это все у нас отобрано. Все эти концепции, они выхолощены, их не существует. Нет вашего города, вы никак не участвуете, вы не часть города, потому что городом владеют другие люди. Эти люди находятся в другом социальном классе. Они другие, они от вас так далеко, что вы никакого к ним отношения не имеете. Вы просто биомасса, населяющая временно эту территорию. Но отвратительно с таким чувством жить. И если вы будете свои проекты делать, то у вас это чувство уйдет. Во многом. Конечно, совсем оно не уйдет. Вы будете продолжать понимать, что вы ничтожество по сравнению с теми, кто владеет вами. Но немного вы все-таки себе сможете хоть на какие-то вопросы давать ответы, что я нужен в какой-то социальной группе, я к ней как-то принадлежу, и я ей нужен, и то, что я сделал, кем-то оценено. Вот поэтому. Дальше. Как ваш китайский, у меня спрашивают. Умеете ли читать простые тексты или говорить на простые темы? Очень плохо мой китайский. Я бросил после 5 лет изучения этого прекрасного в кавычках языка. Я просто бросил, потому что разочаровался. И не вижу я ни смысла, ни интереса, ни пользы от того, что... Хотя думал сначала, я изначально был настроен очень позитивно, и мне хотелось изучить эту культуру. И культуру, и язык, но я понял в итоге, что там ни культуры, ни языка. Мне кажется, что это как будто бы цивилизация на несколько шагов отстающая от остальных цивилизаций. Я не верю в историю о том, что и какие-то тысячелетия эта цивилизация прожила. Мне кажется, ей, может быть, лет 200 и все. Язык весь состоит из междометий, и фонетический запас просто минимальный, как примерно у туземцев на каком-то острове. Буквально они общаются, несколько сотен звуков у них в языке. Не несколько сотен, а 480 звуков, с помощью которых они строят всю свою речь. Алфавита у них нет, в принципе, не изобретен он. Все слова состоят из 2, иногда 3 звуков. Пробелы они не придумали, знаки препинания они забыли придумать. И все это вместе... И плюс это все еще и на картинках. Ощущение такое, что мы общаемся через эмоджи. Я вам 20 картинок написал, 20 эмоджи, и вы мне 20 эмоджи. Я должен сидеть и раскриптовывать, что вы имели в виду. Домик, собачка, рука, лопата, холмик, солнышко. Это значит, мы сейчас пойдем покупать пепси-колу.
как будто не дошли они в развитии до уровня даже простых, более простых языков, простых языков, которые мы знаем вокруг, но эти ребята не добрались туда. Как это можно было 5000 лет с этим языком жить и не сообразить, что можно придумать пробелы, мне это непонятно. Думаю, что это выдумка историков. На самом деле все было не так. Считайте меня конспирологом, но я не верю в этом случае в то, что нам говорят. Дальше. Почему вы называете современное ООП объектно-ориентированным обманом? Как должно выглядеть ООП в идеале? Так коротко не ответить. Тут стоит прочитать какую-нибудь из моих книг, лучше Elegant Objects или Junior Objects для начала. Но если вкратце, то идеи и концепции объектно-ориентированного программирования были выброшены за борт в угоду скорости программ и даже не столько скорости, сколько понятности для среднего бестолкового программиста, который не понимает, как сделать дизайн системы. Он не понимает, что такое абстракция. Он не понимает, что такое связь элементов между собой и, построение ассоциативных связей между элементами. Это для него слишком сложно. Он хочет просто, чтобы команда за командой что-то происходило. Ему нужно быстро написать программу, и она должна работать. И мы для этих программистов стали писать языки программирования, создавать, выбрасывая за борт идеи ООП. И получилось вранье. Нам говорят, что это объектно-ориентированное программирование, но это не оно. Это суррогат, это какой-то микс из костылей и каких-то отголосков объектности. Какие-то идеи абстракции у нас остались. У нас есть полиморфизм, например. И мы его как-то шатко-валко используем. Но у нас при этом есть рефлекшн и тайпкастинг, который позволяет нам наплевать на полиморфизм и напрямую привести одну переменную типа А, жестко привести к типу Б и вызвать на ней функцию, которая нам нужна. И никакой язык программирования вас не останавливает в этом случае. И Java позволит это сделать, и Python, и JavaScript, какой угодно язык. Вот поэтому и вранье. Дальше. Я студент, попробовал поработать над некоторыми open source проектами. Теперь чувствую себя очень некомфортно. Во время работы над трейдинг-проектом он меня больше не возбуждает. Это плохо. Вам нужно над трейдинг-проектом переходить на уровень дизайнера-архитектора. И это будет логично и правильно. Вы должны в тех проектах, которые вас не возбуждают, но которые дают деньги, в них вы должны стараться поменьше трогать руками программный код. Выдумывайте себе всякие роли. Я дизайнер, я буду делать код-ревью, я буду помогать другим. Это очень хорошая роль. Сразу начальство не купит эту концепцию у вас. Никто вам не скажет: да, действительно, бросай кодить, теперь ты будешь ходить от стола к столу и делать умный вид, помогать другим. Но вы начинаете это делать. Вы понимаете, что код, который пишут эти коллеги ваши, он отвратительный и будет дальше только хуже. Не воюйте с ними, не сопротивляйтесь, не учите их жизни, а просто начинайте потихоньку саботировать сам процесс программирования. Садитесь к соседу за стол и начинайте ему помогать. Сначала он будет, понемножку. Сначала он будет, может быть, не очень понимать, может быть, он не сразу поймет необходимость этого. Но через время вы втянетесь, и они втянутся. Они почувствуют, что вы более высокого уровня эксперт. Вы достойны, оказывать помощь другим. Потом перейдите к фазе, вы критикуете других. Это тоже очень надежно и очень устойчиво, и при этом совершенно не вредная ни для кого позиция. Вы, будучи критиком, вы как будто бы и нужны, но вы ничего не делаете руками. И никакой такой практической пользы не приносите. Это код-ревью, это участие в митингах, анализ архитектуры. Для того, чтобы стать таким критиком, вы должны постараться во всех возможных кейсах и ситуациях пытаться становиться в роль такого родителя.
ругающего и критикующего. Даже если это ваш сосед, который такой же, как вы, по уровню, по зарплате, по квалификации, вы должны на каком-нибудь очередном митинге, когда что-то будете обсуждать, вы должны попытаться ему рассказать, как надо жить и как правильно делать. Причем абсолютно безапелляционно, авторитетно, с важным видом, надувая губы. Первый раз это пройдет плохо. Первый раз он даже может возмутиться и сказать: а ты-то чего? Но если вы будете делать так настойчиво раз за разом, то в итоге все свыкнутся с мыслью, что вы именно тот, кто критикует. И дальше станет легче, вас оставят в покое, и кодить вы не будете. Дальше. Вы не рассматривали вариант создания своей парадигмы программирования? Денис, мы рассматривали и рассматриваем, мы этим-то и занимаемся. У нас есть свой язык программирования, EOLang, и мы в нем и пытаемся построить свою парадигму программирования. Это сложно делать на бумаге и в теории. Этих парадигм и концепций полный интернет. Каждый строит свою парадигму. Толку только от них. Мы хотим через практику идти. Мы хотим дать что-то такое, а конкретно язык программирования, а к нему еще компилятор, а к нему еще и экосистему вокруг, которая бы доказывала выгодность и целесообразность нашей парадигмы программирования. Поэтому ее и нет, так сказать, мы ее не пиарим активно пока, и мы не заявляем, что у нас новая парадигма. Мы хотим идти через практические инструменты. Когда у нас получится дать вам такой язык, на котором вы написали, запустили, и это работает лучше, чем на C++, и вы видите почему, ну, тогда мы встретимся еще раз, и я скажу: у нас есть парадигма программирования. Даже не я скажу, вы мне сами скажете. Вы сами напишите мне: как здорово, спасибо за вашу парадигму программирования. А раз вы задаете такой вопрос, значит, пока мы еще не показали этого, и это на самом деле так и есть. Пока у нас нету парадигмы. Дальше, что вы думаете по поводу языка Go? Я уже 100 раз отвечал, я не знаю про язык Go, но отзывы, которые я слышу, и так мой небольшой опыт, краткий очень, показывает, что как будто он не очень мне нравится, как визуально, по стилю написания, по оформлению. Не знаю, вы меня часто спрашивали про TypeScript. Что я думаю про TypeScript? У меня не было опыта с TypeScript. В итоге я написал несколько программ или даже пакетов на TypeScript, и мне не нравится то, что они придумали. Мне не нравится, что в TypeScript программиста заставляют писать больше ради того, чтобы компилятору стало полегче. Ради того, чтобы компилятор смог этого программиста проверить и убедиться, что программист прав. В итоге мы получаем код, который замусорен информацией о типах. Вместо того, чтобы написать грамотный type inference для JavaScript, который бы во время компиляции ловил бы в нужных местах информацию о типах и говорил бы программисту, где он ошибается, вместо этого мы сказали: у нас нет такого компилятора, поэтому, дорогой программист, указывай типы везде. Что получается? Писать программисту становится как будто бы легче, потому что ему компиляторы и IDE подсказывают, где он может допустить ошибку, но читателю неудобно стало. Я открываю исходный код на TypeScript, и там много лишнего. Там нужно указывать зачем-то, что это string. Зачем-то нужно указывать, что это промис, причем еще с типами. Я должен еще, как в дженерике в Java, указать еще какие типы там внутри. Получаются сложные конструкции синтаксические. Все почему? Потому что не было, поленились или, может быть, не получилось сделать это все под капотом. Язык должен быть такой, на котором я пишу буквально минимум, абсолютный минимум, который достаточен для того, чтобы однозначность была обеспечена моего программного кода. Однозначность, чтобы компилятор мог понять меня только так, как я имел в виду. Я не знаю про Go точно, но это я вам про TypeScript рассказал. Это к Go не относится, но наболело про TypeScript. Так что я теперь TypeScript no, и всем рекомендую, используем JavaScript с классическим сетапом, с классическим стайл-чекингом, статическим анализом, без вот этих типов, которые TypeScript туда, на мой взгляд, бестолково вклеил. Дальше. Что входит в сферу ваших профессиональных интересов? Чем занимаетесь сейчас? У нас проект «Язык программирования», я вам сказал, EOLang называется. Подписывайтесь на наш канал, на нашу группу в Телеграме EOLang. Я дам ссылку под видео. Это первый проект. И второй — это Xerocracy. Это система по
наблюдению за работой программистов. Тоже есть группа в Телеграме, называется Zerocracy. Идея в том, чтобы работу программистов внутри программного проекта поставить под определенный контроль. И этот контроль должен быть объективный. Не субъективный, когда менеджер решает, хорошо вы поработали на этой неделе или плохо, или когда команда решает коллективно на ретроспективе. Я против этих концепций. Я за то, чтобы каждый участник процесса каждую минуту понимал, какой его вклад в этот проект, сколько денег он за это получит и что ему нужно сделать, чтобы на следующей неделе получить больше денег или чтобы его вклад стал более весомый. Вот такую объективность мы пытаемся получить с помощью платформы Zerocracy. Вы можете ее попытаться использовать, она пока в тестовом таком бета-режиме. Вы можете ее к своему GitHub репозиторию подключить, и вы тоже получите такую же наглядную картинку о том, кто что делает и кому стоит в конце недели выдать премию, а кого стоит уволить. И ответ на этот вопрос, кого стоит уволить, а кого стоит премировать, это вечный вопрос в софтверных командах, на который мы не имеем ответа в обычном сетапе. И именно отсутствие ответа на этот вопрос приводит, на эти вопросы, два вопроса, приводит к выгоранию, к потере производительности, к низкому качеству. Все остальное это следствие, потому что мы не можем ответить на два ключевых вопроса. Кто молодец, а кто балбес? Если вы сможете на эти вопросы дать ответы, ваша команда станет работать во много раз быстрее, эффективнее, продуктивнее. Дальше. Порекомендуйте фреймворк для ухода за собой и за карьерой. Это интересный вопрос. Я не представляю, что такое фреймворк для ухода за собой. Ну, не знаю даже. Не подскажу. Я подумаю, может быть, вообще вопрос такой, конечно, с секретом, но не знаю. Дальше. Почему open source не способ работать бесплатно на капиталистов? Успешные примеры, где команда заработала. Почему open source не еще один способ бесплатно работать на капиталистов? Ну, вы знаете, в случае open source вы получаете... Все, в принципе, это работа на капиталистов. Ну, что бы вы ни делали. Потому что такой формат сейчас в цивилизации во всей. И нет по-другому, нет возможности. Хочешь быть независимый от капиталистов, тогда в лес, избушку строй и собирай ягоды. И то долго ты там не протянешь. В итоге тебе нужно будет к врачу, тебе нужно будет к парикмахеру. Ну, может быть, к парикмахеру не нужно, будешь лохматый ходить. Но тебе нужен будет в итоге врач, тебе нужен будет в итоге электричество в какой-то момент. И все остальное. Ты никак не выйдешь за границы капитализма. И open source, конечно, тоже. Мы пишем код, но потом этот код будут использовать капиталисты для своих продуктов. Выхода из этой парадигмы не существует. Но когда вы что-то делаете в open source, вы имеете возможность построить свой микромир, в котором у вас будет ответ на вопрос, кто вы такой, зачем вы на этой земле, зачем вы родились вообще, кому вы нужны. А чем вы будете старше становиться, тем труднее будет искать ответ на этот вопрос. Пока вы молодой, вам кажется, что вы готовы на все, вы покорите мир, впереди вас ждут удачи, успехи, вы все сможете. Это пока вам 20. Когда вам будет 30, может быть, это еще ощущение сохранится. Но когда вам будет 50, у вас уйдут все эти мечты, у вас уйдет вся надежда. У вас ее не останется. Вы поймете, что вы ничтожество во многих вопросах. Вам нужно что-то, чтобы осталось с вами. Чтобы где-то в чем-то вы себе ответили. Нет, я вот в этом не ничтожество. Но в остальных всех вопросах вы будете именно никем, вы будете просто биомассой, которая использована была в течение последних 50 лет. А open source даст вам это спасение. Что-то с вами останется, что будет ваше, это будете вы. У вас будут свои личные клиенты, свои личные подписчики, свои личные хейтеры и лайкеры. Такой микромир вы создадите. Так, дальше. Почему вы ругаете настолько разрабов, которые работают в каком-то домене? Банк, страховка. Они работают над автоматизацией. Там
Они работают над автоматизацией там, вы над тулингом. Почему вы считаете, что вы из-за этого лучше первых? Почему я так считаю? Я не думаю, что прям таки лучше. Я считаю, что мне лучше или нам лучше. Не я лучше, а мне лучше. То есть я в более выгодных условиях. Не потому, что я лично лучше, а просто они, к сожалению, сидят на воде, на соли, у них соль и вода, а у меня бананы и клубника. Я при этом не лучше, просто у меня бананы и клубника. Мне лучше жить, а им хуже. Потому что у них скучная работа, потому что они просто отрабатывают свое время, они просто тратят свой жизненный ресурс на помощь какому-то конкретному банку, какой-то страховой компании. Безусловно, они тоже помогают и людям, ипотеки брать, страховать жизни и так далее. Но им не так интересно жить. Мне жаль их, не то, что они тоже толковые ребята, среди них много есть. Но у них не получилось. Сколько я знаю таких программистов, и с ними, когда разговариваешь, что всегда одно и то же. Я вижу в их глазах, определенную зависть. Они чувствуют, что было бы круто, конечно, не сидеть в этом банке уже 10-й год и не разрабатывать какую-то ERP-систему внутреннюю, которую никто не увидит никогда, ей даже похвастаться нельзя. Она нужна исключительно для автоматизации конкретных финансовых процессов по ограблению населения к выгоде конкретных буржуев. Вот они сидят и грабят население. Что такое кредитная, вообще вся кредитная система, и банковская система, и страховая система? Это же ограбление нас с вами, биомассы. Просто мы бестолковые, мы не можем бороться с этим, мы не можем выйти на баррикады, потому что мы разрознены, потому что мы разобщены, потому что мы не можем по-другому. Мы думаем, что действительно банк должен давать деньги, а потом получать от нас с возвратом в 30% годовых. Мы думаем, что это окей. То есть, когда к вам в квартиру приходит грабитель, разбивает окно и забирает у вас телевизор, то вы считаете, что это преступление. А когда вы идете в Сбербанк и берете там кредиты, через год отдаете на 30% больше, а это больше по стоимости, чем телевизор, вы вообще не возмущены этим. Вы считаете, такая система. Так устроен мир. Понимаете? И там сидят люди, кодеры внутри этого банка, которые помогают вас грабить. Как я к ним отношусь? Как? Понимаю, что должен же кто-то это делать. Они же не могут все вместе выйти из банка и сказать, мы больше в этом не участвуем. Хотя есть такие кодеры, которые говорят, я не буду работать на табачную компанию. Вот он такие есть, принципиальные. На банк он готов работать, а сигареты он делать не готов. У него такая мораль, такая либеральная, с двумя внутри смыслами. Это у него почему-то хорошо, грабить людей, а сигареты делать, это у него почему-то плохо. Такие вот сумасшедшие существуют. Не лучше я. Просто мне жить лучше, а им хуже. Пускай делают, что делают. Кто-то должен действительно работать на буржуев. Потому что иначе не получится. В итоге заставят. Или купят. Дальше. Есть ли у вас гайд, как и какие метрики нужно настраивать для оценки качества кода проекта? Интересует больше именно оценка сложности и связности кода. Это под каждый код существует своя история. Смотря какой у вас язык программирования, смотря какие у вас есть для этого мощности, квалификация. Чем больше вы добавите туда, тем лучше. Мы используем стандартные инструменты. Но если это JavaScript, то мы берем ESLint и настраиваем там по максимуму. Если это, опять же, JavaScript, мы берем код coverage, настраиваем. У меня есть лекция, целый курс лекций по Software Quality Metrics на GitHub, SQM называется. Вы посмотрите эти лекции, там их штук 24, из них 15 будет точно отвечать на ваш вопрос. Чем больше вы метрик включите, мне так кажется, тем лучше. Конечно, в какой-то момент их может быть слишком много, но вы не доберетесь до этого предела. Я не видел команды, которые бы говорили, у нас слишком много метрик, мы прям перегрузили себя контролем, у нас настолько все законтролировано, что это уже too much. Такого я не встречал. Обычно даже базовые метрики внедрить не могут. Даже просто ESLint настроить, они его включают и пару правил буквально включают из сотни или там нескольких сотен, которые внутри существуют. Включают пару правил и на этом хватит. Потому что начинают возмущаться кодеры, начинают возмущаться народ по офису.
И невозможно его угомонить, потому что каждый из них начинает использовать одну и ту же отмазку, одну и ту же причину. Он говорит, если мы будем контролировать качество, то мы не выпустим продукт. Я начну срывать сроки, я начну медленнее программировать. И если вы на него начинаете давить и продолжаете настаивать на том, что да мне плевать на твои сроки, мне нужно, чтобы было качество. Он идет к начальству. И все, он же как крысы с тонущего корабля. Он побежит к начальству и скажет, есть какой-то у нас тут архитектор или project менеджер, который считает, что вот нужно какие-то метрики там смотреть, какие-то цифры. Причем они это представят вот в таком формате, как я вам сейчас говорю, что какие-то цепляются за какие-то цифры, ему оказывается важно, как у меня отступы стоят в программе, ему оказывается важно, как я скобки расставляю. Он сумасшедший. Так он скажет про вас. И придет начальник, и, конечно, начальник займет его сторону, потому что начальник не сообразит, не поймет и долго разбираться не будет. Начальнику главное, чтобы не было конфликта в коллективе. А он этот конфликт будет инициировать, этот вот борец за майлстоуны, за дедлайны. Он этот конфликт инициирует, создаст такую агрессивную обстановку, причем выставит это так, что вы виноваты в этом, вы принесли какие-то странные, немотивированные ограничения для него, и он работать так не может. Все, и, конечно, вас нейтрализуют, скажут, что прекратите этим заниматься. Вот так будет. Так что ваш вопрос о том, какие нужно настраивать метрики, нужно все, но какие сможете вы настроить? Настроить вы сможете мало. Как вы считаете, следующий вопрос, правильно ли, что технический директор или CTO может не знать языка, на котором пишется продукт, и в целом не знать хорошо технологий, применяемых в продукте? Плохо это, конечно, не должно быть такого. Вы тут не получится по-другому, потому что чем выше человек по управленческой иерархии, тем меньше его интересует программирование, тем меньше он уважает тех, кто занимается программированием. Он вырвался оттуда, он ненавидит это все, он не любит писать код. И я его понимаю, потому что написание кода в среднеарифметическом проекте, который по рынку, это занятие мало благодарное, неблагодарное. Грязный код, постоянно эти баги какие-то, все нестабильное, пайплайны рушатся, тестов нет, контроля нет, ты постоянно фиксишь какой-то чужой мусор. Благодарности ноль, потому что каждый день ты просто копаешься в каком-то, копаешься, в общем, в том, в чем копаться не хочется. И, конечно, когда он добирается до уровня CTO, он даже слышать не хочет ни про какой код, ни про какие языки программирования. Идите, делайте, вот вы, кодеры, садитесь там и делайте. И не приходите ко мне с вашими вопросами. Так что это неизбежная ситуация. Другое дело, как хотелось бы. Конечно, хотелось бы, чтобы вы работали в команде, в которой технический директор является ключевым контрибьютором в исходный код. Может быть, он не пишет все алгоритмы, он не пишет детали, но он определяет архитектуру, он вносит ключевые изменения, он делает pull-реквесты в те части системы, которые самые критичные. То есть на него мы смотрим, и мы, если когда у нас что-то идет не так в системе, то мы поворачиваемся к нему и спрашиваем, как. И он говорит, секунду, я сейчас поправлю. И он решает, как должно быть. Вот в этом месте у нас узкое место, вот здесь у нас перформанс падает, здесь у нас временные интервалы ниже, чем нужно, здесь мы по тайм-ауту отваливаемся. К кому мы идем? К нему. И говорим, вот как ты думаешь, нужно сделать? И он говорит, секунду, я знаю как, я сделаю. Вот это идеальный, конечно, технический директор, но таких нет. У меня был случай, когда я как-то пришел к своему начальнику и стал ему рассказывать, что вот мы там чего-то взяли, потом чего-то сделали, вот мы там в репозитории там хранится у нас вот это. Он меня перебивает и говорит, а что такое репозиторий? И тут я понял, что происходит, с кем я разговариваю. Я сказал, да, все, понятно, сейчас мы все сделаем, короче, не переживай. И ушел. Вот так мы работаем по индустрии. Так, дальше. Какой бы проект вы бы сделали и развивали, если бы вам сейчас было 20 лет? Хороший вопрос. Прямо сделал бы и развивал, да? Еще и 20 лет мне. То есть мне 20 лет, у меня нет ни денег,
получается, если мне 20 лет, нет связей, нет опыта, и мне нужно выбрать какой-то один проект и на нем сфокусироваться. И причем это должен быть проект, я не должен пойти в найм. Наверное, скажу какую-то банальщину. Наверное, я бы попытался взять какие-то LLM-ки, какой-то искусственный интеллект и что-то бы с ним склеивал бы. Я не думаю, что это хорошее было бы решение. Не стал бы я делать свой проект. Я бы пошел в найм работать, пошел бы в какую-то... Я бы занимался накруткой своего резюме. Я бы ходил на какой-нибудь лид-код, я бы занимался каким-то олимпиадным программированием, я бы пошел в аспирантуру, я бы учился в магистратуре, я бы пытался найти хорошего научного руководителя, приклеиться к нему, писать диссертацию. Я бы накачивал свой актив, с которым потом, когда мне будет не 20, а 30, я уже смогу стартовать свой проект. А с 20 у меня 0 за плечами, и это просто шаг в провал. Я просто проиграю, если в 20 лет начну делать свой проект и на нем его развивать. Это я потеряю несколько лет жизни. 2, 5, 7, не знаю, сколько вы протянете с точки 20 до 27, до 30, и потом вы повернетесь назад. Но уже вы не станете заниматься диссертацией, вы не станете писать статьи научные, вы не станете играть в олимпиадах по программированию. Все, это все будет, весь этот поезд уйдет. А проекты от вас никуда не денутся. Вы можете свой проект стартовать и в 40, и в 50. Понимаете? А кандидатскую написать, вы не станете ее писать в 30 уже. В 30 еще да, но уже на вас будут смотреть не с таким интересом. А когда вам 20, вы очень выгодный ресурс для менторов, для преподавателей, для научных руководителей. Вас с удовольствием будут брать, понимая, что вы молодой, горячий, активный, на вас можно пахать. Дайте им это возможность сделать. Только выберите того, кто это умеет, у кого уже есть задел. Может быть, пойдите в иностранную аспирантуру, потому что наши аспирантуры, они, конечно, на 2 уровня отстают от американских, европейских. Попытайтесь поступить, например, в какой-нибудь немецкий вуз, в аспирантуру, после того, как магистратуру закончите. Может быть, даже в магистратуру туда поступить. Себя стройте, не проект, а себя. Вы главный проект, когда вам 20 лет. Постройте такое резюме, которое можно будет в 30 лет показать, и вас сразу купит какой-нибудь мета за, как они сейчас покупают, за $100 миллионов. Покупают людей, которые никогда не шли на риск. Это просто кодеры. Кого сейчас покупает Цукерберг? Просто кодеров. Посмотрите, недавно была там одна из новостей, кого-то перекупили. У человека просто GitHub аккаунт. Заходишь и смотришь. За него заплатили 100 миллионов. Не за него, а ему. Дали 100 миллионов, он просто кодер на гитхабе, он пишет статьи, кодит, выступает на конференциях, он нулевой риск у него в жизни, он никогда не стартовал никакие проекты, он не брал кредит в банке, он не общался с инвесторами. Чем вам это не проект? Вы сами. Дальше. Вы еще награждаете за проекты с чистым кодом? Да, конечно, у нас есть kaiCode.org. Я вам дам тоже ссылку. У нас сейчас проходит последний финальный отборочный этап, и через пару дней мы объявим, кто победители. Там очень неплохие проекты, и вы знаете, что интересно, по-моему, из России там всего только один проект вышел в финал. А все остальные это Европа, Америка. Очень есть неплохие проекты. Так, как найти работу в США из Европы? Не знаю. Это не ко мне. Дальше. Почему сейчас женщины считают мужчин поломанными? Как будто они все идеальны, а с нами всегда что-то не так. Бедный, скучный, абьюзер, нарцисс, нестатусный, не развивается, всегда недостаточно. Саша, давайте на этот вопрос ответим в конце. Вы же знаете, у нас один вопрос философский. Давайте ваш вопрос про женщин оставим в конец. Я попытаюсь поумничать на эту тему. Дальше. Отношение к монорепо против полирепо. С монорепо сложно делать независимые деплои. Стоит ли евангелировать компанию в направлении CD, отходя от релизной модели? Тут у вас много вопросов сразу в один, но я, в принципе, за полирепо. Я считаю, что репозиторий должен быть небольшого размера и максимально сфокусированным, чтобы в нем находился только тот код, который решает одну конкретную задачу. Когда это монорепо, и там находится внутри все, что можно на разных языках программирования, и десятки директориев, или сотни, или тысячи,
Это просто помойная яма, из которой трудно выбраться. И, конечно, там трудно настроить CI, там трудно настроить тесты, там трудно написать интеграционные тесты внутри. Все трудно, и в итоге мы всего этого не делаем. Мы только боремся за простоту деплоймента. Все, что нас интересует, это чтобы все это вместе склеивалось одной кнопкой и быстро выходило в продакшн. Мы делаем себе жизнь проще, а этого не должно быть. Мы должны делать жизнь нашу труднее. Тогда качество продукта будет повышаться. Чем программисту труднее склеить все компоненты вместе, потому что там ему мешают интеграционные тесты и самые разные проверки, тем лучше в итоге на продакшене. Если вы себе облегчаете жизнь и делаете так, чтобы все быстренько собиралось в один пакет, одним пайплайном, одним баш-скриптом и вылетало в продакшене вам расскажут о том, где вы ошиблись. Вы, как архитектор, должны затруднять работу ваших кодеров, чтобы каждый из них знал, что его компонент он зарелизит, но потом он еще побьется долго за то, чтобы этот релиз вклеился в общий каркас. Тяжело в учении, легко в бою. Тяжело в тестировании, легко в продакшене. Так, дальше. Что вы думаете о совмещении языков для написания аппаратуры? Этого я не знаю, не ко мне. Дальше. Заказчик отказывается в обновлении версии библиотек, не хочет платить за лишнее время разработчика и тестировщика. Огромный госпроект сидит на версиях 2019-2022 годов. Как можно убедить обновиться? Ну, наверное, самый простой совет – это показать, почему нужно обновляться. Если у вас из доводов есть только «нам нравится обновляться», то я стану на позицию вашего заказчика. Потому что а зачем? Вы просто хотите дополнительные риски нам подарить в процессе сборки. Зачем? Чем вас не устраивает версия 6-летней давности? Вы должны ему принести на стол доводы конкретные и сказать, например, в такой-то версии, которую мы используем, обнаружено такое-то количество уязвимостей, а они обычно обнаруживаются в старых версиях. И если эти уязвимости не устранить, то последствия будут такие-то. И дальше список последствий. И дальше ждите его решения. И ему будет уже трудно отказать вам, потому что тогда это все становится его проблемой. Это уже теперь его ответственность. И когда будет утечка данных или воровство денег, то вы ни при чем, а он вам сказал: не обновляйтесь. Так что не убеждайте, а собирайте компромат на начальника. Это самое правильное и в этом случае, и в любых других случаях стратегия поведения. Если у вас с начальником не дружба, а если он вам никто, то собирайте на него компромат в каком виде? Вот, например, в таком. Пускай он вам отказывает в письменном виде, пускай он вам отказывает, даже пускай он письменно вам не откажет, но вы должны ему положить на стол имейл, письмо, имейл, в котором перечислить, что произойдет. Даже отсутствие ответа на этот имейл уже для вас компромат, а для него это угроза. Где посмотреть проекты на C# с вашим взглядом на ООП? У нас есть сайт, называется elegantobjects.org. Зайдите туда, там есть C# проекты. Как посоветуете держать форму в алгоритмах и математической грамотности? Не знаю, я сам не держу форму в алгоритмах, я не люблю алгоритмы, в общем, тяжело мне с алгоритмами работать и с математикой в таком вот виде. Я могу в это погружаться, но у меня такое ощущение возникает, что я как будто бы трачу время, как будто бы я делаю то, что может сделать кто-то другой или чуть ли не чат GPT. Как-то я небольшой любитель алгоритмов. Дальше. Расскажите про преподавательский опыт, как пришли к этому, в каких универах преподаете, какие дисциплины. Лекции в Иннополисе всегда офлайн. Я преподаю в Вышке и в Иннополисе. У меня как раз всегда у меня всегда онлайн. И я всегда скидываю в Телеграм-канал ссылки на лекции, на которые вы можете приходить и слушать. Вы увидите, как я преподаю. Какие дисциплины? Я преподаю, у меня 4 курса уже разработаны. Они касаются и того, как нужно объектно-ориентированные практики использовать, как open source разработку вести, как менеджмент организовывать, как контролировать качество в проектах, как архитектуру системы выстраивать. Все, о чем я что-то могу сказать, я
как сказать, выложил на слайды. Еще думаю о еще одном курсе про тестирование. По следам моей книги Angry Tests, которая недавно опубликована была, и второй том планируется к публикации скоро, хочется сделать курс, потому что такое ощущение, что книгу не так много людей прочитало, а ошибки, которые там описаны, они просто повторяются и повторяются в тех pull-реквестах, которые я вижу от всех, и от студентов, и от наших программистов, от всех. Ну, что посоветовать к преподавательскому опыту? Тут много можно советов дать. Ну, наверное, главный совет, который я бы дал, и который, возможно, поможет, это такой совет. Не ожидайте никакой благодарности и никакого эффекта от того, что вы делаете. По крайней мере, от студентов. Никто, практически никто не заинтересован в ваших лекциях. Практически никаким студентам это не нужно. Им нужно просто получить зачет. Есть какие-то единицы там внутри этих курсов. Вот я закончил курс в Иннополисе. Буквально сегодня мы собрали оценки и закончили собирать. 2 студента из 30 сказали мне спасибо, мне было полезно, я узнал для себя много нового. В общем, я рад, что я на этот курс попал. 2 из 30. Вот примерно такая статистика. Это буквально несколько процентов. Кому это вообще нужно? Всем остальным нужно только, когда вы поставите оценку и какую я получу. И мне нужно желательно просто проходной балл, чтобы меня не отчислили. Будьте к этому готовы. Очень многие преподаватели на этом сгорают. Они приходят в аудиторию, они приходят к группе и думают, что там их ждут. И когда они видят, что их никто не ждет, они разворачиваются и плюют на это все и бросают. Я таких видел несколько случаев, когда люди разочаровывались. Бывает так, что он приходит в аудиторию, у него 30 человек в группе, а там 2 человека сидит. 2 студента в аудитории. Больше никто не пришел. Ну и представьте себе вот ощущение преподавателя. Что я в этом случае делаю? Да мне все равно, хоть один пришел, да пусть их 0 придет. Я ставлю камеру, включаю ее и рассказываю в интернет. А в интернете ко мне приходят куда больше людей. Каждая лекция, которую я прочитал в Иннополисе или в Вышке, выложена на YouTube. И у каждой из этой лекции как минимум 1000 просмотров. А то бывает и по 5000. 1000. А там в аудитории было 3 человека. Ну, вот нужно для себя решить, что эти 3 человека и эти 30 человек – это просто проходной материал, который вас не должен отвлекать от основной задачи. Вы должны нести какую-то мысль, свою идею, свои знания широкому кругу читателей. К сожалению, так сейчас устроено высшее образование, по крайней мере, там, где я преподаю, то, что я вижу. Это абсолютная незаинтересованность подавляющего большинства студентов. Есть те, кто заинтересованы, но их супер мало. И они в этой массе не видны. Они не выделяются. Я их увидел только в конце. Вот они подошли ко мне 2 и сказали спасибо. Но я же весь курс, когда читал, все 2 месяца с половиной, я же их не видел, я не знал, кто они. Где-то они там мелькали, но себя не идентифицировали. Будьте к этому готовы. Дальше. Как разрешить конфликт между разработчиком и пентестером, если уязвимость возникает только в специфичном окружении? Ответственность приложения или клиента? Вы должны воспринимать тестеров или пентестеров как с огромной благодарностью. Если он вам приносит что-то и говорит, что у него дефект виден, и он его наблюдает, и он даже может его повторить, если это пентестер, то он, наверное, вам может весь сценарий рассказать того, как он нашел этот дефект. То будьте счастливы, вы должны его обнимать, целовать и говорить: приноси такое нам еще. Потому что он же это сделал до того, как это сделал клиент. Вот когда клиент вам это принесет, вот тут уже вы, конечно, проиграли. Поэтому я не вижу здесь конфликта. У вас должно быть... Уязвимость возникает в специфичном окружении. Так постройте это окружение у себя. Спросите у него, как он это окружение смоделировал. Попробуйте то же самое сделать автотестами. Это же очень интересная работа. Это же очень такая занимательная задача.
Не просто кодить, продолжать формочки, а вам сказали, вы знаете, там было такое окружение необычное. Например, был какой-то браузер особой модели. И клиент каким-то особым образом, с какими-то необычными куками повторил или создал такую ситуацию. Вы такие, вау, а у нас в тесте такого нет. Значит, мы сейчас напишем такой фреймворк, мы сделаем такую систему тестирования, которая бы повторяла вот это все. Это у нас еще работы на 2 недели. Класс. Но интересные работы. Они вот вам еще 6 формочек, они должны в еще новые 3 таблицы в базе данных добавлять еще данные о заемщиках, которых мы продолжаем грабить, как я раньше рассказал. Ну, это же разные работы. Дальше. Сейчас lead DevOps, это пишет мне человек. Какое вы видите будущее в этой специальности и как посоветуете расти в карьерном плане? Как DevOps делать вклад в open source? Про DevOps я уже говорил, что, мне кажется, будущего у вас нет, ребята. Вы исчезающий вид и никому вы не нужны будете скоро очень. Уже сейчас Amazon предоставляет все сервисы, которые вы могли раньше нам предоставить, и при этом считать, что это какое-то ноу-хау, и вы знаете, как это делать. Я сейчас, будучи просто обычным Java или Python программистом, я могу все сделать, используя просто API Amazon. Мне не нужен DevOps. Мне Amazon даст все. И виртуальную сетку, и сервера, и лямбда, и запустит базу данных под запросы, и оптимизирует ее. И скоро они еще включат какой-нибудь AI, которому я буду давать задания, и он это все будет делать. Я даже не буду вызывать API. Я буду просто промпт скидывать в Amazon, и Амазону говорить, так, разверни ко мне 12 серверов, на каждом из них поставь вот этот Python скрипт, и сделай так, чтобы они обрабатывали данные из этой базы. Вы зачем здесь? Какой здесь DevOps? И все это я напишу в исходном коде. Все это у меня будет лежать в репозитории. Я одной кнопкой выложу это на какой-нибудь Heroku. Он все это запустит, отправит на Amazon. Все. Вы не нужны. DevOps это вчерашний день. Как DevOps делать вклад в open source? Разрабатывайте следующий уровень над Амазоном. Делайте какие-то надстройки над Амазоном, какие-то сервисы или какие-то библиотеки, которые используют Amazon. Ну или клауд-сервисы второго звена, типа Google, там какой-нибудь Azure, которые никому не нужны, но они существуют. Все контролирует Amazon, весь клауд, весь реальный клауд, на котором реально работают люди, контролирует, как я это понимаю, контролирует Amazon. Все остальное за ним там, на голову отстающие все остальные провайдеры. Смотрите, что у них там, и думайте, чего им не хватает, где вы можете добавить. И добавляя это, вы можете сделать это open source. Дальше. Что вы думаете о ведении записей, контекстов, дневников, статей для предотвращения деменции и структуризации знаний? Не знаю, мне кажется, что ведение блога и написание книг только усиливает мою деменцию потенциальную, потому что я забываю. Все, что я написал, у меня вылетает сразу из головы. Я часто беру свою книгу, открываю с какого-либо места и не помню совершенно, чтобы я это писал. Так что думаю, что как раз когда вы не пишете, а запоминаете и держите в памяти, может быть, деменция не так близка. Дальше. Вы упоминаете Василишина. Также есть интервью с ним. У него своеобразный взгляд на мироустройство. Что вы читали из его работ? Что вам близко? И находили ли вы подтверждение его слов в жизни? Я читал «Новейший завет», у него книга называется. Да, «Новейший завет», по-моему, так. Я ее прочитал практически полностью, и она мне очень нравится, и он, конечно, молодец. Он совершенно уникальный в своем роде, я не знаю просто второго такого человека, который бы так мыслил, как он, и так видел окружающее, как он. Он, конечно, доносит информацию очень своеобразным образом, и нужно к нему привыкнуть и понять, что там 90% контента от него это сарказм, причем сарказм бывает нескольких уровней. Даже не очень понятно, где он смеется над нами, где он смеется над ситуацией, а где он сам над собой смеется и сам над тем, что он сказал ранее. Ну, конечно, это, безусловно, большое уважение у меня вызывает Роман Никандрович. А что мне близко? Ну, близко его идея о том, что его ключевая идея, мне кажется, это его центральная его мысль, она в том, что начальство всегда против вас.
во всех вопросах. Это может быть начальство внутри команды, это может быть государство, это может быть чиновник, это может быть капиталист, это может быть кто угодно, кто вами руководит или кто ваш начальник. Это всегда ваш враг. Такая его... И всегда вам врут. Всегда вы должны понимать, что всегда ту картину мира, которую вам дают и которую перед вами разворачивают, это все делается для манипуляции вами, для того, чтобы от вас что-то получить. Никто к вам с добром сверху, с верхних уровней не приходит. Никто не хочет, чтобы вы жили лучше из начальства. Такого нет. Это иллюзия. В современном мире, речь идет о современном капиталистическом мире, потому что он-то, я думаю, что он в душе это тоже большевик и коммунизм, он коммунист, он за ту концепцию, которая была в Советском Союзе, концепцию менеджмента, управления. Посмотрите его видео, его выступления 2016 года, 2015 года, которые были задолго до всех этих событий. Он же сам в Киеве. И вот он говорит, что нас в капиталистическом мире мы живем всегда в состоянии биомассы. И с этим я согласен. Вы спрашиваете, с чем я согласен? Я совершенно с этим согласен. И я вас к тому же призываю. Я призываю вас саботировать работу, саботировать приказы от начальства. Не делайте то, что вам говорят. Но я не призываю к открытому конфликту, потому что это ни к чему не приведет. Вы просто будете изгоем. Вы должны слушаться, вы должны слушать начальство, соглашаться с начальством и делать то, что вам выгодно. Работайте на себя. Он этого не говорит, но я интерпретирую его философию и продолжаю для вас, для программистов. Начальство от вас хочет одного. Слушайте его, но делайте свое. Что свое? Open source проекты. Вот вам выход, я вам показываю, куда выйти, потому что Василишин не говорит, куда, он выходит через здоровье, он говорит, занимайтесь просто своим телом, своим здоровьем. Ну, это тоже здорово, но я вам даю такой еще один вариант выхода из этой матрицы, из которой как будто бы выхода нет. А выход хочется иметь. Дальше. Я бэкэнд-разработчик. Что делать, если мои коллеги относятся к продукту как к хобби? У всех есть основная другая работа. Тоже устроить саботаж? То есть вы бэкэнд-разработчик в продуктовой команде, а всем коллегам на это наплевать, и у них у всех основная другая работа. Ну, слушайте, если это ваш проект, если это продуктовая команда, и это ваша команда, и вам хочется, чтобы все получилось, то, может быть, у вас и не такая плохая ситуация, потому что люди, по крайней мере, откровенно и честно себя позиционируют. Это уже вы на втором уровне находитесь. На первом уровне, когда вы имеете дело с рабами, которые скрывают от вас свое истинное о вас мнение. Когда вы набираете команду, все кивают, да, но при этом им совершенно наплевать на ваш проект, и они пытаются просто сделать вид, что они работают. Это точка 0 в менеджменте. Точка 1 – это когда они уже вас посылают открыто. Этим можно управлять, потому что вы можете сказать, а если так, а если я вам доплачу? И вы увидите, меняется отношение или нет. Вы начинаете управлять ситуацией. Невозможно управлять ситуацией, когда ваши усилия проваливаются, когда вас саботируют. Вы вызвали подчиненного, накричали на него, а он сидит молча и кивает, и говорит, я все сделаю. Это саботаж. Это значит, что ваши усилия проваливаются. Он вам не отвечает, он не сопротивляется, он не объясняет, почему он этого не сделал, и почему он не хочет этого делать. А он же не хочет, он же не делал почему-то. То есть причина, а он вам ее не говорит, он просто молчит. И говорит, да, Иван Петрович, я все сделаю. Это я вас призываю быть такими. Это самый, так сказать, максимальный саботаж. А они нет, они, видите, вам говорят, а это у нас как хобби. То есть давай, что-то другое нам, добавь денег, чтобы поменялась ситуация. Дальше. Как вы решаете конфликты и спорные моменты на ревью? Дайте рекомендации. У нас все конфликты решаются просто, авторитарно. Есть человек, который принимает решение, и он либо прав, либо ваш код не пройдет ревью. То есть у нас нет вариантов каких-то конфликтов, мы не садимся и не обсуждаем. Есть архитектор, он сказал, переделывайте, вы будете переделывать. Даже если вы не согласны, даже если вам неприятно, да, нам все равно. Ну, можете не переделывать, тогда мы ваш pull request не примем. И все. И так должно быть. Должен быть абсолютно авторитарный формат управления, технического управления. Должен быть в проекте
царь и командир, который знает, как правильно. Не нравится вам этот командир? Идите в другой проект. Не считаете вы его авторитетом для себя? Развернулись, ушли. Но невозможно строить проект, в котором Юнга спорит с капитаном корабля. Не приплывет корабль никуда, он утонет. С капитаном спорить нельзя, даже если он полный идиот, даже если он плывет на рифы. Мы делаем, как сказал капитан. Уже так случилось, вы уже на этом корабле. В следующий раз поплывете не с этим капитаном. Ну, вы можете в крайнем случае, можете капитана выбросить за борт. Но это бунт на корабле, он меняет капитана, появляется новый капитан, и мы опять выполняем все команды капитана. Так у нас. Никаких конфликтов у нас нет. Дальше. 10 лет на фронтенде. Решил написать свою игру, заняться чем-то своим. Хорошее ли это решение? Да, конечно. Делайте свое. Пишите игру, пишите что-то, что наполняет вашу жизнь смыслом. Правильно делаете. Поделитесь, пожалуйста, мнением о работах Бертрана Мейера по ООП, например, о его книге. Что вам близко из его взглядов, в чем вы не согласны? Ну, основной его посыл, основная мысль в его книге, хотя она очень большая и объемная, я не могу сказать, что я ее всю прочитал, и тем более она достаточно взрослая, я ее читал давно, так пытаясь прочитать целиком. Но ключевая его мысль, как я понимаю, это реюзабилити. Он призывает к тому, чтобы код был переиспользуемым потенциально. Нужно каждый блок кода писать так, как будто бы у вас его покупают и будут дальше где-то использовать. Каждый метод, каждый класс, каждый модуль, вы всегда должны думать о том, удобно ли будет его использовать и еще в каком-то другом месте. Не только там, где его пишете вы, не только там, где он сейчас используется, а в других местах тоже. И эта мысль мне очень близка, я тут согласен полностью. И стараюсь так делать. Reusable делать код. Так, дальше идет ли найм в команду EOLang? Да, вполне. Но только я уже говорил, что найм не будет в формате «Здравствуйте, вот мое резюме, наймите меня и дайте мне зарплату». Вы приходите к нам в команду, сделайте там десяток pull-реквестов, которые будут полезны, которые мы примем. Потом мы посмотрим, интересуете ли вы нас, и интересуем ли мы вас. Но мы не берем людей просто после интервью. Мы уже обожглись много раз с этим и решили больше этим не заниматься. Хотите к нам в команду, начинайте кодить. Не нужно со мной проводить интервью, не нужно меня убеждать, что вы разбираетесь в Java. Просто пришлите нам десяток pull-реквестов. И все. И вы докажете, мы сами начнем за вами бегать. Мы сами будем просить вас попасть к нам в команду. Мы будем пытаться убедить начальство, что нужно дать вам хороший оффер. Мы начнем искать деньги для вас. Сделайте это. И я вам рекомендую делать так с любым проектом. Вы хотите работать в фирме Google? Пойдите в Google репозиторий, найдите репозиторий, в котором идет активная разработка, и сделайте туда 50 pull-реквестов за 3 месяца. Все, Google с вами свяжется. Они вам пришлют запрос и скажут: слушай, давай поговорим, я вижу, вы тут активный. Увидите, как это произойдет. Не нужно проходить тонны тренингов по тому, как пройти интервью. Не нужно рассылать имейлы. Просто возьмите крупный репозиторий, в котором активная разработка, вникните в него и там помогите людям. Только пускай этот репозиторий принадлежит какой-то крупной компании. Не берите open source, который сделали волонтеры, потому что у них просто нет бюджета вас нанимать. Идите в Мету, идите в Google, идите в Microsoft, берите их репозитории и туда делайте вклад, вносите туда полезный вклад. Дальше. Попал в стартап, в котором одни джуниоры, и они рассказывают, как делать. Ни тестов, ни CI, ни документации, ничего. Платят по майлстоунам. Я сделал все быстро и жду их. Что делать? Остаться? Ну, смотря сколько платят. Если такая ситуация, что вы их ждете, значит, у вас много свободного времени. Ну, занимайтесь своими делами. Они вам платят в этом. Вы говорите, платят по майлстоунам. Ну, хорошо, вы же время-то имеете свободное. Устройтесь еще параллельно какую-то работу. Чем глупее начальник, тем лучше. Мне так кажется. Чем у них хуже процесс, чем меньше правил, чем меньше стройности, чем меньше
четкости, чем меньше тестов. Это мутная вода, в ней ловить рыбку замечательно, потому что вы всегда можете скрыть свое безделие, вы всегда сможете скрыть свои отсутствия контрибьюшена. Да никто ничего не законтрибьютил, ну и я не законтрибьютил. Никто не знает, что делать, и я ничего не делаю. Прекрасно же. Это куда сложнее ситуация, когда начальник грамотный, когда он внимательно смотрит на то, что вы делаете, понимает все подробно. И более того, он еще и код ваш читает, он еще и код-ревью делает. Более того, он еще и меняет ваш код, он еще и критикует его. Вот это сложный начальник. С этим сложно ужиться, если особенно вам не нравится проект. А если там балбесы сидят, и над ними такой же балбес, ну супер, деньги-то платят. Так... Дальше. Не кажется ли вам, что при генерации большого кода через LLM теряется чувство, что это мой код? И при правках вы снова идете к модели, а удовлетворение исчезает. Да, безусловно, кажется. И поэтому я не прошу LLM-ки писать код. Практически перестал это делать. Я активно использую LLM-ки для корректировки того, что я уже написал. С этим они справляются замечательно. Но сам дизайн и даже программирование я делаю руками. Я думаю, что уже вот по прошествии 3 лет, как появился чат GPT, и сейчас это уже куда более мощные системы, стало понятно, что отдавать им целиком написание кода это неинтересно, скучно, и мы не будем это делать. Это будут делать джуниоры, это будут делать такие всякие корпоративные проекты, в которых никому не интересно работать, и нужно просто массово вносить изменения одинаковые во многие места. Но там, где что-то делается творческое, хоть как-то творческое, там, конечно, они не подходят. Так, друзья, давайте потихоньку заканчивать. Я вижу вопросы. Так, вопросов, как обычно, больше, чем времени, но... Давайте что-нибудь веселое возьму. Сколько вы тратите времени на то, чтобы сделать продукт безопасным? Или вы делегируете эти обязанности на других? Ну, мы не делаем продукт безопасным. Мы делаем продукт, мы организуем так процесс, чтобы к нам приходило много баг-репортов, касающихся безопасности. Я не думаю, что можно делать что-то безопасным преднамеренно. Нужно сделать как получается, а потом организовать так тестирование, penetration тестирование, какое угодно, security тестирование, которое бы вам обеспечило поток тикетов, поток баг-репортов. А просто сказать команде, ребята, вы должны сделать безопасный продукт. Это будет сколько стоить? Ну, это будет стоить на 3 месяца больше. Ну, это глупый менеджмент так делает. Я бы так не делал. Я бы сказал, ребята, делаем продукт побыстрее. Быстрее его деплоим. Какой получится, как сможете. А потом я бы взял еще одну команду тестировщиков. И им бы сказал, ребята, как только релиз будет сделан, от вас как можно больше или определенное количество баг-репортов. Качество – это результат конфликта. Качество в продукте, в софтверном, не появится без конфликта между тестером и программистом, между процессами тестирования и разработкой. Невозможно сделать качественный продукт без потока дефектов, без стороннего взгляда на него. Но нельзя иметь команду кодеров и от них требовать высокое качество. Это длинный разговор, но, надеюсь, я в 2 словах донес свою мысль. Никита спрашивает, мне говорят, ты много говоришь про то, что насколько это важно работать в качественном проекте, чтобы не тратить свое драгоценное время. Нужно ли для этого понимание поработать сначала в плохом проекте? Думаю, что будет полезно, да. Поработать в плохом проекте. Хороший вопрос. Наверное, да, всем бы порекомендовал потратить некоторое время на плохой менеджмент, на плохую команду, на бестолковый проект, чтобы вы понимали, что бывает, чтобы вы понимали, что будет, если вы не будете тесты писать или если вы будете agile использовать. Вот это вы получите. Так, ну, коллеги, все, Тут меня спрашивают, собирали ли на меня компромат сотрудники. Ну, все этим занимаются, конечно, собирают. И собирали, и собирают.
Но без этого никак. Слышал ли я про Арсена Маркаряна? Да, я слышал, и иногда в его видео в ленте выскакивают, я иногда слушаю. Но мне не нравятся блогеры, которые матом ругаются. Мне кажется, что это низкий уровень, и это не... При любом контенте, о чем бы мы ни говорили. Мне кажется, что люди, выходящие в медиапространство, они должны нести в первую очередь с собой формат, а потом уже контент. Если я слышу, что это матерная и нецензурная брань вместе с мыслями, которые человек хочет донести, то я обычно пролистываю, мне становится... как будто это низкое качество. Как будто я смотрю контент недоработанный, непроверенный. Какая-то неинтересно. Так, ладно, давайте вернемся к вопросу о женщинах. Тут он философский. Звучал он следующим образом. Дайте я найду его. Значит, повторяю вопрос от Саши. Он говорит так: почему женщины считают мужчин поломанными или сломанными, дефективными, можно так еще повторить. Как будто они, то есть женщины, все идеальны, а с нами всегда что-то не так. То ли бедный, то ли скучный, то ли абьюзер, то ли нарцисс, нестатусный и так далее. Саша, я думаю, что они правы, женщины. Я думаю, что во многом так и есть. Вот я понимаю, что меня слышат и слушают сейчас в основном мужчины, но я вам скажу, что мы с вами сейчас в современном мире куда ниже качеством, чем женщины. В вопросах образования, в вопросах самодисциплины, в вопросах психологической устойчивости, в вопросах социальной грамотности, в вопросах даже физической культуры, в вопросах правильного питания мы отстаем. Женщины куда шагнули вперед. И отсюда возникает огромная проблема для межполового взаимодействия. Мы перестали быть им интересны настолько, насколько мы были интересны 50 лет назад. 50 лет назад женщины были, как сказать, не то что забиты, может быть, забиты они были 100 лет назад, но 50 лет назад женщина это была женщина, так сказать, второй пол, слабый пол, а мужчина это был мужчина, это был сильный пол. Мужчина зарабатывал деньги, мужчина знал больше, образованный был более и так далее. Это там 50, может быть 100 лет назад или 150. Эта разница была куда больше. Но сейчас это не так. Женщины молодцы. Вот так. Особенно в России. Да и в Америке, в Европе тоже. То ли это феминизм, мы должны благодарить, то ли, я не знаю что, то ли просто женщины молодцы. Но мы не дотягиваем до них. Все больше и больше. Как будто бы мало осталось стоящих мужчин на этом рынке. Вот такое ощущение. Девчонок много классных, а мужчин не так много. Даже, не знаю, я не могу вам сейчас факты привести, я не могу вам дать статистику. Это я говорю чисто свои субъективные ощущения. Я не могу опираться ни на что. Я не антрополог, не биолог, не социолог, не знаю. Я не знаю, какие на самом деле там показатели, но просто идя по улице, ты видишь много красивых, как сказать, презентабельных, что ли, женщин и девушек, а мужчин как-то меньше в таком состоянии. Как будто мы отстаем. И дальше отсюда, конечно, у них претензии к нам. Вот они вам говорят, что то он скучный, то он бедный. А это разве не правда? Конечно, если женщины зарабатывают сейчас уже наравне с мужчинами, а некоторые, в общем, зарабатывают они работают, они участвуют в социальной жизни, то мужчина в ее понимании, в женском, должен все-таки быть выше, чем она, должен быть более обеспеченный, должен быть более достойный. Она не хочет себе равного, она хочет чисто биологически, хочет себе некую доминирующую фигуру мужчины. А его нет, потому что он так же, как она, зарабатывает, потому что мы выровнены в правах и во многом выровнены в возможностях. Ей, если она, например, работает и получает, как вы, и при этом она и молодая, и красивая, и за собой ухаживает, ей нужен мужчина, который... А его нет. Их нет в таком количестве, вот так скажем. Их нет столько, сколько есть женщин. А многоженство у нас запрещено.
Если бы было, то, может быть, это было бы решением. Допустим, один достойный мужчина, и у него 10 жен, которые все его уважают, все смотрят снизу вверх на него, потому что он такой весь молодец, и он богатый, успешный, и достойный. Вот все, что вы написали, и не скучный, и не абьюзер, и не нарцисс. Ну, действительно достойный человек. Но на такого будет 10 претенденток. А мы запрещаем иметь 10 жен. Мы разрешаем только одну. Вот она одна его схватила, женилась на нем, и все, он заблокирован. А остальным 9 девчонкам, которые тоже молодцы, они хотят такого, они не хотят просто каких-то других. Она хочет то, чего она хочет. Так что эта проблема, это не женщины какие-то там, значит, как вы считаете, слишком требовательные. Они действительно объективно требуют то, чего они должны получить. Отдать мы им это не можем. Потому что мы обленились. А потому что женщины такие молодцы, а мы обленились, то мы естественно расслаблены. Потому что много хороших женщин, и среди них легко выбрать себе ту, которая тебе понравится. Нам, мужчинам, сейчас легче в плане выбора. Много девчонок хороших, а нас хороших мало. И получается, что и ситуация все ухудшается. Девчонки стараются, им сказали, что вы должны быть самостоятельными, им сказали, что вы должны сами себя обеспечивать, сами свою жизнь строить. Им сказали, что они не должны зависеть от мужчин и ждать от мужчин помощи. Они строят свою жизнь, развиваются. И ситуация ухудшается и ухудшается, потому что чем она выше становится, чем она более развитая, тем меньше у нее шансов найти мужчину. Потому что количество мужчин стремительно сокращаются, которые бы подошли под ее запрос. Почему мы не развиваемся с такой же скоростью, как женщины? Почему это не происходит параллельно? Ну, тут не знаю. Я думаю, что может быть потому, что мужчине для его развития необходимо ощущение нужности его развития. А нужность, в первую очередь, это женщина, которой он сможет дать свои достижения, предъявить, для того, чтобы получить женщину. А он не предъявляет. Я тут не знаю, дальше, может быть, я запутался, как тут все устроено дальше в этой моей теории. Но что-то такое на уровне ощущений у меня есть. Складывается, что девчонкам сейчас тяжело из-за того, что они молодцы все больше и больше. Все, давайте на этой для кого-то радостной, а для кого-то не очень ноте закончим. И я вас всех благодарю. Все, кто пришел, давайте увидимся в следующую пятницу в то же время, в 6 часов. На этом же канале. Подписывайтесь и ставьте лайки. Таким образом вы помогаете нашему